Рано утром на рассвете едем с Полькой в детский сад. Вот так вот мы на велосипеде с утреца потихонечку едем в детский сад. У нас рассветит, солнышко светит, вообще красота. Поль, тебе как там, хорошо? Хорошо. Ну, здорово. Я Польку завез. Я отправляюсь в утреннее путешествие. Знаете, как тут круто. Сделаны пешеходные переходы, что даже не надо слезать с велика, поставил первую передачу и спокойно крутишь. Но это, наверное, больше делать для колясок. И для великов тоже очень круто зашло. Я ехал. Но к своей цели я приехал к морю, но, правда, не в то место. Искал либо на ту сторону, либо на ту. Вообще хотел туда к фуникулеру подъехать. Он оказался в порту возле яхты. Ну, тоже красиво здесь. Сейчас поеду дальше. Здесь такая зона справа, там нельзя снимать и дроны пускать. Вот я ее объехать не могу. В принципе, вон там уже пляж. Но надо теперь все кругаля давать, а здесь нельзя проехать только в Плафесе. Сказать, запретная зона. Ну, мне кажется, я нашел что-то красивое. Пихта, облепихта, а там море. Здесь мультипарк. Вот там и столики, беседки, мангалы. Можно разжечь костерок и позавтракать. Штука это за фуникулером прям есть такой пляж. Правда, пока не обратил внимания, как называется. Уж очень торопился на море. И вот так вот прямо из-под пихт и облепихт мы попадаем к морю. Здесь волшебно просто с утра. О, красотища. Давайте заряд вам морских, пенных, сочных, утренних, практически на рассвете. Там у нас уже с вами Черепаший остров. На спиде все руки развязаны, точнее ноги. Хочешь Кемер дал, хочешь еще куда-нибудь. Класс, главное свобода, едешь где угодно, куда угодно. Есть, кстати, парковка, если на машине ехать. Сейчас там никого нету. А я уже здесь. Давайте заряд еще пенный. Ну кайф. Я вот только сейчас понимаю. Не, я это раньше понимал, что я просто мечтал так жить. Проснуться с утра, поехать на море. Пока все спят, пока не начался рабочий день, рабочая неделя, сегодня понедельник. И вот просто вот так вот релаксануть. Никто тебя никаким вопросом вообще не трогает. Все о тебе забыли. Потому что еще дремлет, наверное. А ты так вот просто возле гор, возле моря. Впитываешь энергию, эмоции. Чтобы прям заряд такой, рабочий настрой был. Удаленочку, ну и вам, конечно, перевожу все эти эмоции, посылаю, как всегда, этот заряд, что у вас рабочая неделя или рабочий месяц будет прям мощный такой. Как это так, хочется сказать. Море, конечно, выглядит подобно просто. Ну, конечно, это кайф. Полетал на дроне, зарядочку сделал. Сидел, покайфовал, зарядился. Супер. И только сейчас работать приходит, еще надо убираться потихоньку. Всему здесь должен быть пляж. Наверное, даже оборудованный, потому что эти души есть. Кабинки для переодевания, там кафе. Не, я знаю, что он здесь есть, но как он здесь выглядит. Я ни разу не был, вон там детские площадки. Надо будет обязательно сюда в сезон приехать, посмотреть, ну и вам показать. Я просто после зарядки с отдышкой такой. Маленькие столы, барбекю зоны. Кстати, пахнет тоже шашлычком. Очень здесь классное место вообще. Ну, я знаю, где я буду жарить следующие шашлыки. В следующий раз, наверное, надо будет жарить здесь. Очень классно. Время у нас 10 с копейками утра. Я пришел, ну как бы, получается, люди только просыпаются, там кто-то на работу приходит. У меня такое ощущение, что я уже полмира объездил. Класс, с утреца вставать и куда-нибудь кататься. Ну, после мы приехали с Жанной в город сюда.
по делам и зашли в такую кафешечку позавтракать. Взяли вот эти сырный пирог, как я называю, Жанна с сыром. У меня с мясом, все никак не могу запомнить, как он называется. Чайку горяченького турецкого. Опаньки, вызвали такси, слушайте, очень классное кафе. Вот, запоминайте название, можно на карте еще прям забить и таксисту указать, сюда приехать. Ну, это здесь как бы на центральной улице. Очень классно, очень вкусно. Мы так просто по-быстренькому зашли пирог съесть. Вот, ну а так, я понимаю, что можно позавтракать, пообедать и покушать. Здесь целое заведение. И смотрите, вам цены покажу. Вот мы позавтракали. 70 лир, ну это где-то 370 рублей, где-то так, с копейками, в зависимости от плавающей курс. Сейчас где-то 5,6 курс. На чай 5 лир. Вот так вот, там, видите, можно булочки себе взять, вкусняшки, кофеек, чаек, турецкие вкусняшки разные. Ох, класс. У меня еще получилось как тренировка такая, я обратно ехал с таким темпом быстрым. У меня ноги прям все так, знаете, прокачались, очень круто. Да. Так, если кто вдруг не знает про такси, напоминаю, вы когда садитесь, у вас там на счетчике написано 6, это за посадку берут. Просто говорите, куда вам ехать, не надо спрашивать, сколько стоит, чего. Просто садитесь, езжайте, едете, говорите, куда. Вот, и мы сейчас доехали до Мигроса, и потом у вас там высветится, сколько вы должны в лирах. Все отдаете, вам сдачу дают. Вот здесь уже надо лиры, потому что карты не принимают. Вот для такси обязательно берите лиры. Так будет выгоднее. То, что в долларах вы там наменяете, и вам сдачу дадут непонятно какой. Мы приехали в М5 Мигрос. Немножечко пошопиться. Как хорошо в будний день. Народу никого. Сейчас смотрите, везде скидочки. Индирим 50%. Особенно на теплые вещи. Деткам, взрослым можно заготовить, как говорится, сани летом. Пока Жанна там ходит в магазин, я нашел себе развлечение. Масло такое. Заваливается, разваливается. 10 лир запихнул. Аж 10 минут будет меня массировать. О, расслаблюсь. Хоть немножечко. Так, ну а сейчас время обеда. Зашли в кафешечку вот такую. Смотри, сейчас буду пробовать суп. Здесь говяжий костный мозг и язык. Я пропустил все шоу, говорит, когда наливали жир такой специальный, сейчас здесь все шипело. Всем приятного аппетита. Добавляем сюда чесночок. И перчик обязательно. Ну, еще зеленушечку. Смотрите, здесь еще какие-то баночки с чем-то продаются. Не знаю, язык там или что-то. Слушайте, очень приятное место. А супец вообще просто бомба. Ну, всем рекомендую. Сейчас скажу, как называется. Вот так забиваете в поисковике. Прям на картах. И приезжаете. Ну еще я, кстати, сторис геолокацию поставил. Там в актуальных сохранено. Вообще класс. Все сторис у нас такие. Ой, сторис. Все видео. Поели, там побыли, поели. Не, ну тут действительно ты идешь. Я изначально, на самом деле, еще просто вам не снимал. Я на той стороне сначала сел, там сырные булочки поел. Потом сюда пришел к ребятам. В Свете, Элджаю. Здесь поел. Везде ем. Не, ну суп просто бомба. Очень рекомендую. И полезно, там очень много коллагена. Доброго всем денечка турецкого. Мы приехали в Icy Green на один денек. Ну, про отель я не буду снимать, обзор уже много. Видео есть и зимний отдых, и летний. Вот здесь в Icy Green на море очень много ракушек, да. И маленьких, и больших. Здесь, видимо, был шторм, и очень много ракушек просто. Мы собирали здесь целую кучищу такую вот красивых, чего только нету. Море здесь, конечно, тоже потрясающее. Я тут потихонечку обливаюсь, хожу, приучаю себя к холодной воде, градус 18 водичка еще пока. Хожу и обливаюсь так вот, потихоньку, сейчас привыкну, скоро буду нырять. Очень хочу уже нырять начать. Ой, какая красота. Давайте, как всегда, заряд вам морских пенных эмоций. О, да, только кроссовки не промочи, а то
будешь тут ходить босиком. Кто-то играет в теннис, кто-то бадминтон, а мы играем в лягушку. Никит, лови. Прям на тот берег, давай, ты мне. О, красавчик. Давай, Никитос, лови. Класс, вот это мы придумали развлечение. Папа нашел мега лягушку. Смотрите, какие здесь доброжелюбные вороны. Прилетела, значит, пытается у меня стаканчик скоммуниздить с детскими конфетами. Я тебе дал конфету, на. На конфету, на. Бери, ешь. Ушла. Так зарядка тебе зачем, а? Зачем тебе моя зарядка? Зарядка тебе зачем? Что заряжать будешь? А? Слушай, вот это вообще точно, где Никитина золотая монетка? Она точно ее взяла. Надо есть зарядка, Майя. Зарядка понадобилась, а? Деловая колбаса. Смотри, самое главное, там интересный рюкзак открывай. На, открывай. На, вот, открывай рюкзак. Какие больные? Обычно вороны вот такие, они больные, на голову, которые больные. На голову. На голову? Вот, на, рюкзак открой мне. Давай, открой. Что он дрессированный из зоопарка. Давай, давай, открывай. Да вот сюда бери, вот и открывай, давай. На, открывай. Сейчас антисептиком протру. На, открывай, говорю, рюкзак. На, помоги открыть. Помоги открыть рюкзак, а. Ты сейчас мне склюешь там все своим клювом. Вот, давай. На, вот тебе еще конфеток. Больше никому не приставай. Видели когда-нибудь такую бесстрашную ворону? Пока. Мы сюда приехали на один день. Релаксанули, отдохнули. Смотрите, там закатится у нас красивый. Покушали, вкусняшек всяких. Детки в мини-клуб сходили. В общем, здорово, релаксанули. Но опять же, если кто вдруг не смотрел обзоры, я несколько раз снимал отель. Прям плейлист. Заходите в раздел и смотрите, там в плейлистах IC Green, IC Santa есть, я тоже снимал. Никита у нас любитель PlayStation. Если приходишь в мини-клуб, его надо искать в PlayStation зоне. Пойдем, сынок. У нас дома нет PlayStation, мы специально не покупаем, а цены в мини-клубах отрываем. Так, сегодня мы будем кушать в а-ля карте. Смотрите, какая красота. Мы поднялись в башню на самый верх. Я здесь еще ни разу не был. Такие закусочки нам тут принесли. Вот так вот мы будем сейчас трапезничать. Отсюда видим потрясающе открывается. Все, добрый вечер, друзья мои дорогие. Сегодня у нас здесь Святого Валентина. Мы пришли в такое кафе Food in Box, если вдруг понравится. Забивайте на яндекс картах и заходите в гости. Друзья, всех с праздником, Днем Святого Валентина. У нас, конечно, оно сейчас, у вас будет попозже. Давайте покажу вам, как отмечают День Святого Валентина в Турции. На самом деле во всех кафе занято все. Место найти очень сложно, прям надо бронировать заранее. То есть здесь этот праздник очень любят, отмечают с шариками все, с цветами. Так, что-то заказывали, выбирали. Я выбрал, мне кажется, самое большое блюдо. Обалдеть. Кстати, стоит, по-моему, 67 лир всего лишь. На 5,6 умножать, это будет цена в рублях. Ну, можно в доллары, в евро перевести, забить просто на Яндексе. Курс валют лиры к вашей валюте. Такие бургеры для детишек постарше, вот такие для детишек помладше.
нет, 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 нет. Вот, видишь? Доброго всем прекрасного утра. У нас сегодня одно дельце. Смотрите, как здесь все это делает. Сейчас все расскажу. Сегодня у нас прекрасный солнечный день. И вообще сейчас будет много солнечных дней. И мы решили установить себе на крышу нагревательную систему специально. Потому что она дает хорошее тепло, горячей воды много, чтобы с бойлером не пользоваться. У нас ее не было. Ну, а так вот на крыше вообще в других квартирах есть. Вот у нас ее не было. И смотрите, как здесь происходит процесс поднятия все на этаж. Сейчас, если меня на крышу туда пустят, я вам все покажу, как что строится. В общем, мы взяли баки вот такие. 2 бака по 180 литров. То есть, чтобы был запас. Потом здесь идут такие трубы. Ну вот их вообще можно поднять на лифте. Но не разрешают здесь на лифте ничего перевозить. Поэтому их поднимают тоже вот здесь вот так вот с крыши. Вот так вот лихо. Смотрите, бывают такие трубы, а бывают просто панели. Вот как там. Вот трубы, они лучше нагревают. Я промониторил весь рынок. Все узнал, как лучше. И эти бочки тоже бывают разные. Бывает большая бочка и маленькая. А бывает 2 больших. 2 больших тоже лучше. Странно, что не разрешают лифтом пользоваться. Видите, они даже инструмент почему-то не разрешают поднять. Все приходится так вот через крышу поднимать сварочный аппарат. И все трубы. Так, поднялись с вами на самый верх. Смотрите, видите, как вот так вот бочки ставят. Вот так. Разные фирмы у всех, разные бочки. Смотрите, какая у нас тут красотишка открывается. Горы, зелень наша любимая. Очень здорово. И как они все быстро делают, полчаса не прошло с того, как они приехали. Уже почти все готово. Смотрите, кстати, сейчас февраль, 10 утра где-то, а вот 11, а вот это уже все горячее. Естественно, все это будет быстро нагреваться. И почему бы не использовать тепло солнца, которого здесь так много, чтобы добывать горячую воду вместо бойлера электрического. Это очень правильное решение, мне кажется, и быстро все это окупится. Я бы на самом деле вообще бы еще сюда солнечные батареи поставил. И было бесплатное электричество. Было интересно, как все это работает. Это такие трубки стеклянные. Причем и там внутри пусто, то есть туда попадает вода. И там какое-то покрытие, видите, нанесено. Вот так вот, чтобы нагревалось. И все это дело туда в баке заходит. Один бак и второй. Один для холодной воды, второй для горячей. Чем бочка сверху идет ввод воды, снизу вывод. Или наоборот, не знаю пока тонкости. Вот и здесь все это подключается, уже все во всех квартирах предусмотрена подводочка. И в квартиру все заходит. Сейчас будет скоро тепло. Как они быстро все делают, реально полчаса прошло, уже все стоит. Так, пошла водичка, подключили уже туда, заливается все. Сейчас система будет заполняться и будет горячая водичка у нас. Бесплатная, блин, один раз заплатил и все. Смотрите, сейчас по цене вам расскажу. Цены все разные, в зависимости от бочки. У меня бочки 180 литров и 24 вот такие трубки. Естественно, чем их больше, тем лучше все это быстрее нагревается. И чем больше бочка, тем больше запас горячей воды. По цене, смотрите, 4700 лир. Сейчас курс на данный момент 5,6. Я обменял сразу в Тинькове, чтобы у меня запустили курсы. В рублях получается 26 320 рублей всего лишь. Вот. Ну, на самом деле, это недорого. Это на много лет хватит. Плюс еще случается с колбой с этой. Вообще как бы защищены от града. Все. То есть нормально. Видите, все стоят, не бьют, хотя вот град иногда бывает. Вот. Можно одну штуку поменять и все. Никаких проблем. Вода наливается. Эта бочка просто уже огонь. То есть руку держать невозможно. Сейчас время 11:51. Февраль, середина месяца. Представляете, что летом будет? Можно вообще. Эти трубки, они получаются как термос. То есть внутри горячая вода и двойное стекло. Как же быстро они все делают. Поэтому дома тоже так строят быстро. За год, за 2 целый комплекс возводят. Таким количеством горячей воды надо джакузи теперь ставить. Потому что вообще огонь. Так работает вытяжка. То есть она потихоньку крутится и из дома высасывает из вытяжки весь воздух. Но вот эти штуки не только греют, когда лето, потому что я в январе, у соседей стоит, в январе я у них трогал, включал, просто вода огненная к вечеру идет.
Вот. Но из-за того, что ночью как бы холодно, она может остывать. Но, кстати, зависит от толщины, какая там идет. Есть 0,3 толщина, есть 0,5. Я взял 0,5, чтобы получше была. И, конечно, она меньше остывает. То есть, чтобы к утру все равно вода еще была теплая. Ну, тут солнце рано встает. 5 утра, то есть я думаю, что когда вы проснетесь к 9-10 утра, уже горячей воды будет достаточно. Я сейчас смотрю, как это все работает. Смотрите, вот приток, горячая вода заходит, холодная точнее. Это первая бочка, она как бы подогревается. Потом из этой бочки спускается сюда, вторую бочку, плюс здесь греется. Плюс здесь коллектор помогает греть. И потом из этой же бочки, сверху должно быть, да, сверху горячая вода уже идет в квартиру. Вот я вот здесь сейчас трогаю, здесь какой-то есть, видимо, обратно этот клапан, чтобы, ну, не передавливал, не знаю, что там. Там прям горячая вода уже. Кто у нас технари, пишите в комментариях, если я где-то ошибся, рассказывайте, как эта штука работает. А вода тут стоит вообще что-то совсем недорого. Мы там в последний раз, я не помню, за полмесяца какие-то копейки отдали. Ну, я вам показываю. Ну, потом вам за месяц еще видео покажу, скажу, сколько уходит. Все, я понял эту штуку, чтобы воздух уходил. Точно. Выдавливать надо, вот вода сейчас заполняется, и воздух выдавливает. Смотрите, тут внизу у людей квартиры дуплекс. То есть это у вас, представляете, такой свой балкон огроменный. А с другой стороны этот балкон превратили в жилую площадь. Прям все, стенки поставили, с крышу сделали. Классно, да? Лучше вот так шезлонги поставил и загораешь. Видите, кто-то вот просто навесы вот такие делает, открытые, кто-то закрытые. Видите, с другой стороны прям закрывают такими теплопанелями. И все, получается закрытая квартира, прям комната. Там с хомутами, а здесь уже сваривают. Вот так выглядит вся подводка по нашему стояку. То есть с каждой квартиры сюда все выходит. Все, часу не прошло, все готово. Можно идти мыться. Все, слушай, это скорость. И потом дома можно переключать. Хочешь сверху, наливай себе воду горячую, хочешь через бойлер. Вот автоматических систем пока нет в Турции. Я вот узнавал, ни у кого нет. Я посмотрю, может, что-нибудь придумаю. Все, оплатил прям картой. В машине у них терминал с собой был. Я когда заказывал, сразу сказал, чтобы оплата карты была не наличная. Потому что снять наличные, там комиссию берут. А так как делаю я, через Тинькофф, до свидания, это будет без комиссии. Потому что, смотрите, как я делаю. Я беру Тинькофф, открываю, захожу в приложение, открыл там себе лировый счет, прям в лирах. И делаю конвертацию, прям свой счет в рубли на лиры. А потом в этом же приложении, там где лиры, я это делаю как основной картой. И то есть, когда я PayPass расплачиваюсь или просто карточкой, у меня с лирового счета списывают. И вот сейчас по курсу 5,6 я перевожу. Если покупать в магазине, могут снять по 5,8, по 5,9, там, в зависимости от курса, бывает по 6 снимают. Поэтому вот так вот самый оптимальный вариант пользования в Турции картами. То есть вообще очень удобно. Вот в Сбере я такого не нашел, и поэтому я... Тинькофф, молодцы, вообще цены, красавцы. Жалко, что это не интеграция рекламная, получилось бы очень неплохо. Но это так вот, реально чистый вам совет такой дружеский. Кстати, я смотрел по ценам, то есть вообще вот чуть меньше бочка, там, по-моему, 14 этих штук стоило в марте месяце 2200 лир. Вот, и я у коллег по YouTube подсмотрел, и я им позвонил, узнал, ну и потом во всех компаниях посмотрел, узнал. То есть цены реально в 2 раза выросли с марта. Ну, потому что и металл подорожал, и все, и акции на металл как залетели. Вот. Но сейчас сезон начинается, такой прям солнечный, уже на улице очень тепло. И я просто понял, что дальше будет, ну, в любом случае дороже. Сейчас пойдет спрос, и ценник вырастет. Поэтому я вот сейчас, вот я вообще еще раньше хотел поставить, но сейчас такие теплые дни пошли, думаю, все, надо ставить. Как вам система? Пишите, что про это думаете. Мне кажется, вообще супер. Один раз заплатил, и на много-много лет горячая вода у тебя. Посмотрим, как будет прям зимой, как летом. Все вам будет показывать.